8 июля в пригороде Варшавы состоялась сходка, где предполагалось разобрать конфликт между авто Самтрецким и его обидчиками Ватией и Миндией. На воровской саммит из разных европейских стран прибыло около 35 воров в законе, примерно 15 сторонников авто и 20 сторонников Ватии и Миндии. Намеченную повестку не удалось осуществить из-за того, что точное место сборища стало известно полиции, которая устроила облаву под занавес толковища. По словам источника, полицейские целенаправленно искали Миндию, которому удалось ускользнуть только благодаря живому щиту из его престижных, которые насколько смогли задержали штурм полицейских. На следующий день полиция повязала 4 воров, в том числе 3 из числа сторонников Ватии и Миндии, а именно Рамаза Джинчирадзе, Алико Павлиашвили, Сулхана Твалчерелидзе и Мамуку Квижинадзе. 2 последних находились в международном розыске за Грузией. Все непредвзятые умы единодушны во мнении, что утечка на совести авто и его сторонников, похоже, не гнушающихся самых нечистоплотных методов. Ворам, принимавшим участие в организации, стоило больших усилий, чтобы все устроить. Для соблюдения положенной в таких случаях процедуры, 3 июля на предварительной встрече от лица авто были Манча, Тимур Самтрецкий, Дата Черепаха и Джека Кахетинский. Со стороны Ватии и Миндии, не считая их самих, были Валера Кутаиский и Артем Саратовский. Напомним, ранее авто смог подписать за себя только Манча, которого воры с позором прогнали за его некомпетентность. В итоге договорились собраться 8 числа в месте, которое предложил Ватия. По поводу локации у каждой стороны изначально был свой вариант. Воры договорились сообща выбрать тот, что удобнее для всех, однако автовцы, нарушив договоренности, свое место так и не предъявили. Через Гоча Таро передал Ватии, что у него есть надежное место в Германии, где он берет на себя всю организацию, включая полицейский иммунитет, что особенно всех насторожило. Ватия и Миндия благоразумно отвергли предложение Таро, который, в свою очередь, пренебрег вариантом Ватии и Миндии, вообще проигнорировав сходку. Также сходку не почтил своим присутствием Мамука Квижинадзе, который узнал, что по его душу из Турции нагрянули Чурадзе и Сибуа, которые в своем кругу сторонников Ватии и Миндии заявили, что Мамука не вор, поскольку водит дружбу с Гией Сакварелидзе, с которым, по мнению Чурадзе и Джони, должен был поступить за убитого Гии Ризо Цимлидзе. Что касается спорного статуса Сакварелидзе, по его же утверждению, прежде чем застрелить Ризо, он объявил его крысой за то, что Ризо проиграл в казино, причитавшуюся Гии долю от общего барыша, и оставил его не вором. При этом Гия убил Ризо по безвыходности, спасая свою жизнь, так как Ризо сам намеревался убить Гию за нанесенное оскорбление. Освободившись в 1999 году, Гия собрал в Тбилиси воров, в том числе ныне здравствующих Квижинадзе, Джинчирадзе и Глиховича, и пояснил им по поводу Ризо. Собравшиеся удовлетворились его рассказом и отпустили с миром. Несмотря на это, часть воров, включая Чурадзе и Джони, до сих пор придерживается мнения, что Гия убил вора и заслуживает смерти. На самом деле Сакварелидзе служит для Чурадзе поводом разделаться с Квижинадзе, у которого к Чурадзе серьезные претензии по ряду вопросов, в том числе по неправильной коронации Ахтама. Узнав, что со стороны авто собирается приехать Звиат Папиашвили, который потенциально мог спровоцировать ненужный раздор, Гоча разрешил ему присутствовать при условии, что он вообще не будет открывать рта. О готовящейся облаве воры каким-то образом узнали заранее, однако своих планов решили не менять. Даже если бы не полицейское вторжение, собравшимся все равно не удалось ни о чем договориться, и авто так и остался в подвешенном состоянии. Развитие ситуации пока имеет туманные перспективы, поскольку авто с момента, как его избили и оставили не вором, так и не смог укрепить свою аргументацию, которую Ватия разрушил там же. Судя по составу сторон, авто, чья сторона уступает даже по численности, против своих оппонентов имеет мало шансов, поскольку Ватию и Миндию поддерживают гораздо более авторитетные воры, чем у авто, в частности такие корифеи как Мамула, Бачука, Мусуса и другие,
не считая ранее упомянутых Рамаза и Сулхана. Не секрет, что на маловероятный успех авто возлагает большие надежды Таро, которому вскоре самому предстоит сойтись лицом к лицу с Ватией и Миндией, которых Таро, не дожидаясь своего часа, хотел бы нейтрализовать руками авто. В противном случае у Таро против Ватии и Миндии будут такие же ничтожные шансы, как и у авто. Против авто еще и то, что Ватию и Миндию негласно, но всячески поддерживает Шакра. Тот факт, что Шакра действует не в открытую, лишний раз подтверждает, что именно он является идейным вдохновителем того, что в отношении Таро сотворили Ватия и Миндия. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. При этом не забудьте нажать на колокольчик.